Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости из мира шоу-бизнеса и последние новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Сегодня в Организации по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым большой праздник. Сразу 6 членов антикоррупционного комитета побывали на приеме у Верховного Главнокомандующего Российской Федерации. Такие артисты, члены комитета, как Лев Лещенко, Владимир Винокур, Александр Розенбаум, Александр Домогаров, Сергей Горобченко и Андрей Мерзликин, были награждены важными правительственными наградами, орденами за заслуги перед Отечеством. Антикоррупционный комитет уже практически на протяжении 1,5 лет стоит на страже законности и справедливости в мире российского шоу-бизнеса и вышестоящих эшелонов власти. В команду Никиты Михалкова входят 60 известных советских и российских артистов, преимущественно почтенного возраста, а также 2 представителя вышестоящих эшелонов власти, начальник Следственного комитета Александр Бастрыкин и министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Ну а накануне произошло еще одно важное событие. Антикоррупционный комитет Никиты Михалкова провел одну из самых масштабных операций по конфискации имущества за последний год среди преступных элементов российского шоу-бизнеса и вышестоящих эшелонов власти. На этот раз доблестная команда Никиты Михалкова наложила арест на имущество и недвижимость таких известных публичных людей Российской Федерации, как пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Дмитрия Пескова, Ольги Бузовой, Татьяны Навки и представителя Центрального аппарата МВД Российской Федерации Ирины Волк. Арестом и конфискацией имущества занимались лично начальник антикоррупционного комитета Никита Сергеевич Михалков, товарищ Бастрыкин и сотрудники антикоррупционного комитета Евгений Сидихин и Сергей Горобченко. Общий ущерб от конфискации и ареста имущества составил почти 20 миллиардов долларов. В частности, у Дмитрия Пескова были арестованы следующая недвижимость, имущество и финансовые счета. Сеть гостиниц на территории Российской Федерации, элитная недвижимость во Франции, на Кипре и в Турции и финансовые счета на сумму более 5 миллиардов долларов. Общественный деятель и фигуристка Российской Федерации Татьяна Навка в результате конфискации потеряла следующие объекты: 2 горных завода и 4 ремонтно-строительных завода на территории Российской Федерации, сеть фитнес-залов и салонов красоты, также финансовые счета на сумму более 2 миллиардов долларов. Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова жила чуть скромнее. У нее были конфискованы финансовые счета в размере 1 миллиарда долларов и 2 автомобильных завода на территории Владивостока и города Саранска. Ну а представитель Центрального аппарата МВД Российской Федерации Ирина Волк потеряла $500 000 долларов финансовых счетов и 6 элитных квартир в городах Санкт-Петербурге и Москве. По словам начальника Следственного комитета Александра Бастрыкина, это самая масштабная конфискация имущества на территории Российской Федерации за последний год. Глава антикоррупционного комитета Никита Сергеевич Михалков заявил, что все документы о конфискации и аресте имущества будут доставлены лично в кабинет Верховного Главнокомандующего Российской Федерации. К слову сказать, что на данный момент между Дмитрием Песковым и Татьяной Навкой существуют серьезные разногласия. Известная семья стоит на грани развода. Всему причина – это многочисленные романы Дмитрия Пескова на стороне. Стало известно, что Дмитрий Песков был замечен в романтических отношениях с бывшей телеведущей проекта «Дом-2» Ольгой Бузовой и Ириной Волк. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе.
Антикоррупционный комитет во главе с Никитой Михалковым за все время чрезвычайного происшествия в Курской области оказал финансовую помощь жертвам трагедии в размере 1 миллиарда рублей. Ну а 2 дня назад была отправлена уже 5-я помощь по счету в размере 200 миллионов рублей. На известную российскую оперную певицу Марию Максакову завели уголовное дело за призывы о спонсировании стран врагов Российской Федерации. Экс-солистке Мариинского театра грозит 6 лет колонии. По данным пресс-службы антикоррупционного комитета, на 47-летнюю оперную певицу, которая сейчас живет за границей, возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». На известного российского певца Григория Лепса заведут уголовное дело за мошенничество. Известный российский певец получил 6 миллионов рублей за музыкальный концерт в городе Саратове, однако в назначенное время не появился на музыкальном выступлении, сославшись на плохое состояние здоровья. Деньги он также не вернул обратно. Известные советские и российские актеры, члены антикоррупционного комитета Борис Щербаков и Александр Михайлов, которые получили тяжелые ранения во время трагедии в Курской области, по-прежнему находятся в реанимации. Их состояние здоровья диагностируется как тяжелое. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.